камеру сразу покрывает паром. Вот такой вот тест, абсолютно бесполезный, но поварили чуть-чуть часики и проверили. Ах, какие горячие. Работают. Это, конечно, не кафель, но тоже неприятно. Бетон все-таки. И пока живы. Можно слушать музыку и отвечать на звонки прямо с часов. Нереальная автономность в 25 суток в режиме экономии, молниеносно работающий GPS, так быстро спутники у меня ни один девайс еще не ловил. Брутальные габариты, реальный армейский сертификат MIL STD 810G, который я очень надеюсь, что вам не понадобится проверять. Я от таких проверок MSFit T-Rex в свое время окирпичил, но звучит красиво. Более 100 видов тренировок, в том числе плавание и бег на лыжах. Лучшее отслеживание сна на рынке смарт-часов, в том числе кратковременного дневного. AMOLED, Kirin A1 и Bluetooth версии 5.1. Море характеристик, можно устанавливать некоторые программы, включая калькулятор, но, как всегда, недостатков тоже немало. И вообще, это копия Huawei Watch GT 2 Pro с большим аккумулятором, лучшей защитой и меньшей ценой. Сейчас обо всем расскажу подробно. Tube 732, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много. Все условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам о новых умных часах Honor Watch GS Pro. И да, это уже не Huawei, хотя работают они на их железе, подключаются к их программе, имеют идентичное программное обеспечение. Купил я эти часики 11.11 и добирались они ко мне бодрых 1,5 месяца. Но главное, что вышли они мне почти в 2 раза дешевле, чем в русском ритейле. Как и Oppo Watch, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Только минус у Oppo Watch был в том, что в их китайской версии они урезанные, а эти имеют точно такие же функции, как и в любом другом магазине СНГ. Да внутри в коробке даже инструкция на русском. К слову, она здесь довольно бесполезная. Вскрыли. Коробка, как всегда, красочная, из перфорированного картона. Упакованы максимально безопасно, как и все у Huawei. Сходу радует разборная магнитная зарядка, которую можно использовать с любым кабелем Type-C. Разумеется, кабель Type-C тоже в комплекте. Внутри также часы и документация. Никаких дополнительных ремешков здесь нет. Под показ меню часов и программы все вам расскажу сейчас подробно. В глаза моментально бросаются габариты устройства. Вес и габариты вы сейчас можете лицезреть на своем экране. Но несмотря на это, часы даже на моем запястье, которое в обхвате всего 17 сантиметров, носить часы довольно удобно. Насколько они прилично выглядят, решать всегда пользователю этих часов. В продаже есть 3 расцветки, я выбрал под цвет и расцветку арктической военной формы. Такой вот а-ля пиксель. Причины довольно бодрых габаритов просты. Их здесь 2. Первое, часы обладают несколькими степенями защиты согласно стандарта MIL STD 810G. И вторая, у них огромный аккумулятор на 790 мАч. Такой же стандарт, кстати, был в печально убитых моим 7-летним сыном часах от MSFit T-Rex. Так что особых иллюзий я по поводу защиты от всего и вся у этого гаджета не питаю. И те мини-тесты, что вы увидели в начале ролика, не дают гарантии, что от одного удара о кафельную плитку они у вас не умрут. А скорее всего умрут точно. Так что в этот раз я не буду с пены у рта доказывать, что армейский стандарт при отсутствии данных девайсов на вооружении в армии США, чьим стандартам они апеллируют, является маркетинговым бредом. Все и так все понимают. Летим дальше. Включили часы, включили Bluetooth на телефоне. Если у вас, как и у меня, телефон Huawei, все просто. Подключаем часы к программе здоровья и настраиваем под себя. Если нет, скачивайте APK файлом сервиса Huawei, потом загружаете программу здоровья и потом повторяете те же манипуляции. Если ничего не запомнили, у любого продавца на AliExpress есть четкая инструкция на русском языке, что и как делать, чтобы их подключить к другому устройству. К айфонам они тоже подключаются. Но с урезанным функционалом, и в 1000 раз повторяю, что там все прям совсем печально. Обновили часики, заползаем внутрь. Так как я уже 5 раз описывал полностью меню и возможности умных часов Huawei, а эти часы по начинке точная копия Huawei Watch GT 2 Pro, обзор на который вы можете увидеть по ссылке в правом верхнем углу, освещу основные моменты. Always on Display, конечно же, есть. Ведь экран у часиков AMOLED с разрешением 454 на 454 пикселя. Плотность пикселей 326 ppi. Анимация, как всегда, слегка фризит. Все ради автономности. Пульсоксиметр в Huawei GT 2 Pro, возможно, перманентное отслеживание. Здесь пока нет. Мониторинг пульса автоматический, отключаемый. Уровень стресса вроде не врет. И качество сна идеально отслеживает, по моим ощущениям, весь сон. Более 100 режимов тренировок, управление камерой смартфона и поддержка звонков по Bluetooth 5.1. Разумеется, через телефон,
eSIM и физической симки в этих часах нет. Время автономной работы составляет 25 суток в режиме низкого энергопотребления. Со всеми функциями, включая GPS, 48 часов. На борту есть NFC, но используется он только для быстрой смены циферблатов. Даже музыку через него не прогрузить. Слов нет, букв нет, одни звуки. Нечленораздельные звуки. Барометр показывает в миллиметрах ртутного столба даже на циферблате, что очень удобно. Встроенной памяти 4 гигабайта, из них 2 гигабайта свободно под музыку. Ее можно скачать на часы и проигрывать через Bluetooth наушники или Bluetooth колонки. Оперативная память 32 мегабайта. Ее хватает, учитывая скорость анимации. Wi-Fi на 2,4 ГГц, Bluetooth версии 5.1 с поддержкой Low Energy. Датчики: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещенности, барометр, емкостной датчик. Разумеется, есть отслеживание шагов, довольно корректное. Сна, True Sleep — это супер. Бега, пульса, калорий, стресса, измерение уровня кислорода в крови, как я уже сказал, только ручное пока. Также есть уведомление SMS от всех одобренных вами программ. Но без возможности ответить, картинки часы не показывают, галереи в них нет. Уведомления о звонках и об изменениях в прогнозе погоды, виброзвонок и GPS. Повторяю, что ловит молниеносно и даже в пасмурную погоду. Водонепроницаемость на борту, высотометр для путешествий в горы тоже. Циферблатов вагон, есть платные, есть отслеживание плавания и ходьбы на лыжах. Все на русском языке. Можно звонить и разговаривать прямо с часов, как отвечать с них, но только при связи с телефоном по Bluetooth. Фактически все звонки осуществляются с вашего телефона. Физические кнопки стальные, их две, одна программируется. Яркости экрана за глаза, отслеживание плавания на борту воды, соответственно, они не боятся. Корпус и силиконовый ремешок шероховатые, тактильно пластик. Обещали, что внутри титан. Безель металлический, ремешок в 22 мм с стандартным креплением. Трек и пульс, по моим подсчетам, считают адекватно на открытом воздухе. Нагрудный датчик не подключить, синхронизации со Стравой нет, отвечать на уведомления нельзя. Частота кадров по анимации по ощущениям около десятки, поэтому и автономность 2 недели при обычном использовании. Нет возможности оплаты. Always on Display такой же, как и в прошлых моделях, с теми же циферблатами. Иногда появляется баг, дублируются одни и те же сообщения в WhatsApp, лечится перезагрузкой. В отличие от Huawei GT2 Pro, пока нет постоянного отслеживания уровня кислорода, я это повторяю в третий раз, чтобы люди запомнили, потому что производитель 2 месяца обещает это дело сюда завести и не завозит. Вполне возможно, этого здесь и не будет. Чтобы высвечивалось имя звонящего, контакт в телефоне должен быть записан через +7, и программа здоровья обязательно должна быть в трее. GPS в режиме ходьбы от чего-то не отслеживается, только бег, во всяком случае в свежей прошивке лично у меня. При активации функции «Не беспокоить» экран загорается только при нажатии на кнопку. Оповещения и звонки не приходят. Очень даже удобная функция. Микрофон динамик по качеству не хуже, чем в Apple Watch 5 серии. Садятся при обычном использовании с треном каждый день за 10 суток, что в принципе неплохо. Русский язык на борту. Трек в часы не залить, чтобы потом по нему двигаться. Вся информация, кроме тренировок, в часах хранится неделю. Посмотреть через них можно только за последние сутки информацию. Вся остальная вам не видна. Трен хранится, пока память не кончится. Из программ, которые можно установить, по мне, самое полезное — это навигация в офлайне, калькулятор и игрушки антистресс. Интернет-радио через телефон тоже можно выводить, но это просто нереально поедает батарею. Смысла в таком я не вижу. При беге по дорожке у меня расхождение в 1,5 километра на десятку. Автопаузы в трене пока нет. Умный будильник есть, но у многих он не работает. Автоопределение активности работает, но только где-то через 20 минут после того, как вы решили идти пешком со скоростью километров 7 в час, что пока не очень. Текст крупный, вибра топорная, но сильная, менять можно и на слабое. Высоту показывают правильно. При поездке в машине могут насчитать лишние шаги, но все зависит от дороги. Компас хорош. Как Bluetooth кнопка работает, но изображение с камеры телефона на экран не выводит. Все тесты, что я проводил в начале, исключительно для того, чтобы показать, как работает маркетинг. Дал бы 7-летнему сыну кафелем, он бы убил их так же, как и T-Rex на камеру. Цена по ссылке в описании к видео в районе $150 во время распродажи. Только не забывайте промики использовать. Они уже у меня в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии на будущий сейл. Распродажа, кстати, стартует 4 января и идет под эгидой доставка за счет Алиэкспресса. Пока сам не совсем понял, как это будет работать, но насколько я понял, в первую половину вся доставка за счет Али на территории РФ, а дальше уже по всему миру. И это круто. Примеры того, что можно будет купить, вы сейчас видите. В общем, Али заботится о нас и о своих продажах после праздников. Посмотрим, как оно будет на деле. Резюмирую, не люблю обман. По мне все эти стандарты нагревалово. По реакции зрителей на обзор Amazfit T-Rex, который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, я уже понял, что в принципе народ покупает такие вещи за внешний вид, а не за возможности работать в условиях повышенной радиации или арктических морозов. И я это принимаю. За свои деньги по мне продукт топ.
топ. Микрофон, память, экран, материалы и динамик мне зашли. Ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить на обзор, подписывайтесь с колоколом, девайсу да или нет, польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. В общем, не хватило у меня терпения их полностью заморозить, но чуть-чуть я их заморозил, поэтому можно сделать вывод, что льда они особо сильно подморозилось хорошо. Особо сильно не боятся и, скорее всего, выживут. Надеюсь, выживут. Если они не выживут, мне не с чего будет доснимать ролик. Не отмораживаются, смотрите-ка. 30 секунд. Сейчас мы узнаем, будут ли они жить. Ей! Все еще живо.